Привет! Как бы нам ни казалось, на сегодняшний день предложений комплексных решений рыбопоискового оборудования можно пересчитать буквально по пальцам одной руки не очень осторожного фрезеровщика. Считается, что в настоящее время среди так называемых живых сонаров лидером является Garmin. И скорее всего так оно и есть. Но можно понять спортсменов, которые комбинируют на своих лодках несколько систем, выбирая от каждой лучшее. А в тех случаях, когда имеется хороший такой бюджет от спонсоров, сам Бог велел. А куда деваться, когда на счету каждый процент, каждая секунда? А вот с рыболовами-любителями картина несколько иная. Лично я считаю, что в подавляющем большинстве случаев комбинирование систем в лодке рыболовов-любителей нецелесообразно. И для владельцев Garmin имеется LiveScope, у Lowrance Active Target 2. А вот у владельцев эхолотов Humminbird, удерживающих лидерство по качеству бокового сканирования, особого выбора и не было. До недавнего времени пользователи систем Humminbird при желании дополнить рыбопоисковый арсенал многолучевой технологией сканирования реального времени были вынуждены комбинировать системы от различных производителей, устанавливая, например, комплекты от Garmin. Отчасти в этом виноват сам Humminbird, выпустив крайне неудачный датчик Megalife первой редакции. И несмотря на то, что Humminbird выпустил переработанный датчик Megalife второй редакции, учтя и исправив прошлые косяки, но, как говорится, осадочек остался. Естественно, как у любого изделия, даже у этого экземпляра, предоставленного для тестов и обзоров магазином Александра Ховрина, имеются как плюсы, так и минусы. Из минусов бросается в глаза увеличенный размер датчика. Это связано прежде всего с тем, что основная часть электроники сосредоточена не в отдельном блоке, как это реализовано у конкурентов, а внутри самого датчика. И как следствие, увеличенная площадь датчика требует повышенного внимания к выбору ротатора. Уже известны случаи вывода из строя неудачно выбранных моделей ротатора, вплоть до загибания штанги и отвала моторов. Поэтому не рекомендую выбирать абы что. Да и мощность моторов и крутящего момента должна быть соответствующая повышенной нагрузке. В общем, при выборе ротатора обращаем внимание на эти нюансы. Можно еще упомянуть, что для любителей подледного лова понадобится бур диаметром побольше. И на этом минусы, собственно говоря, и заканчиваются. И самое интересное заключается в том, что размещение основной электроники непосредственно в датчик также является и плюсом. Во-первых, перенос электроники в датчик означает отсутствие громоздкого блока. И поверьте, это значительный плюс. Размещение кучи проводов, кабелей, крепление самого блока, электропроводка и прочие заморочки особенно выбешивают владельцев лодок ПВХ. А тут прямое подключение непосредственно в головное устройство. И все, нет тебе никаких дополнительных заморочек. Мое почтение. Еще важный плюс заключается в том, что погруженный в воду датчик невозможно перегреть, что порой случается с блоками GLS-10 и Active Target. Постоянно сталкиваюсь с тем, что блоки зашивают в борта лодки, в кресла, в рундуки, в пенопластовый ящик без циркуляции охлаждающих потоков воздуха. И ладно, когда сами пользователи так косячат. Но нередко я сталкиваюсь с тем, что такое вытворяют в лодочных сервисах. Посмотрите на эти мощные алюминиевые радиаторы. Спрашивается, почему вы игнорируете их наличие? Но это отдельная тема. А в данном устройстве такая проблема отсутствует. К тому же, в отличие от других датчиков, при извлечении из воды происходит честное отключение. Но есть один момент, который, собственно, не является минусом, но мне не нравится. Вот посмотрите, у датчика выходят два хвоста. Кабель питания и кабель Ethernet сети. Лично я надеюсь, что в будущей модели Humminbird это немножечко поправит. То есть сделает так, чтобы из датчика выходил один кабель и уже разветвлялся метр через 2-3, может быть 4 на 2.
Как по мне, это было бы куда удобнее. Далее. Можно длительно спорить, какой датчик лучше. И нередко это все сводится к простой вкусовщине. Так вот, есть очень важный момент, заключается в том, что датчики Garmin и Lowrance имеют по 3 сегмента, каждый из которых представляет из себя независимый массив пьезоэлементов, расположенных в ряд. Фактически, 3 независимых устройства объединены в одно. И у такого подхода есть неприятный момент, выраженный склейкой лучей. Да, с этим можно жить. Есть даже извращенцы, которые находят в этом особую прелесть. Но давайте будем предельно честны. Вообще-то это не так, чтобы и правильно. Представьте, вы смотрите на экран телеприемника, а там склейка из 3 картинок. Не знаю, как вас, но меня вот это вот все на самом деле бесит. И я, конечно же, привык, но блин. А вот у Megalife 2 такая проблема отсутствует. Этот датчик сразу формирует единую картинку без всяких там склеек. На мой взгляд, это очень выгодно его отличает от конкурентов. Могу предположить, что в будущем, так или иначе, все производители придут приблизительно к такой же компоновке элементов устройств и формированию картинки, что, собственно, главное. И, кстати говоря, Megalife 2 отлично работает не только с Solix и Apex, но и с бюджетным Explore, что приятно удивляет. И конечно, тесты никогда не будут лишними. Но сейчас на дворе лютые зимние морозы, и зарывшись в сложном проекте, простите, у меня не было возможности протестировать датчик самостоятельно. К счастью, выручила команда магазина Александра Ховрина, организовавшая экспедицию на Камское водохранилище в устье реки Сылва, где проводил тесты Иван Утробин, член команды «Могучие удмурты». Победители финального этапа ПАЛ-2021, победители турнира Яндекс.Пал Опен 2025, победители турнира «Золотой судак сезон весна 2024», ну и призеры многочисленных чемпионатов. В общем, доверим тесты профессионалам. Глубина 5 метров, глинистое дно, минимальное течение, подледный лов судака на вибы. И давайте послушаем, что расскажет Иван. Смотри, видно ж, приманку видно, да? Рыбку видно, которая не клюет почему-то. Вот он стоит, тупит. Ну ладно, фиг с ним. Не хочешь, не надо. Карабинчик видно, да? Угу. Узелок. Вот еще одна пошла снизу. То есть мы жаловались, что рыбы нет. Рыба-то есть вон под нами, прям под подушкой, ничего не смущает. Ну, все, вроде как достаточно. Да, не хватает несколько очень удобных моментов в Гармине, но опять же это дело привычки, потому что с Гарминами мы провели, много времени. Здесь тоже дело привычки, я думаю, что все нормально. Вопрос цены. Вот это, если этот комплект стоит ровно столько же, сколько стоит Гармин, а что мы можем, какую альтернативу дать? Вон еще пошли. Ой. Смотри, какие летят. И много. И много. Смотри, какая рыбина. Хорош. У меня уже рука не вытягивается. Хорошая рыбейка, да. Вот это-то прям, да. Такое ощущение, что щучейка была. Ну, судачок. Смотри, на хвост встал. Угу. Как итог, при всей моей нелюбви, наверное, это даже не любовь, а какая-то личная неприязнь к хамам была до этого. Но это пошло от первых хаммербердов, когда у нас стояла пятнашка. И, это жуткий тормоз безобразный. Это Solix или Apex? Это был Apex. Безобразный. Мы его сняли, и я примерно того же ждал вот сейчас от этого зимнего комплекта. Но приятно удивлен. Картинка чистая. Навигационное меню, реально, они улучшили прибор быстро, он отзывается достаточно быстро. Клавиши, они все логичные, все понятные. Режим forward и режим вниз. Не хватает увеличения картинки режима сенсора, но это ладно. Слушайте, да все на самом деле не так уж и грустно, как казалось-то на первый взгляд. Абсолютно рабочий прибор для поиска, для ловли. Офигенно. У тех, у кого уже есть хамы, я думаю, не стоит заморачиваться в плане зимы, просто докупать датчики. Мега 2 это у нас получается, да? Megalife 2.
докупать датчики и устанавливать, и ловить успешно зимой, что летом. Потому что покупать, условно, если у тебя стоит оборудование летнее хам, и вкладываться в зимнее, ну, это дороговато вообще-то. Я не знаю, как это, может, в Москве не дороговато, в Удмуртии дороговато. Не, классно, на самом-то деле. Мне понравилось. Не понравилось. Думал, будет хуже. Нет. Так что для любителей хамов могу рекомендовать. Это вот причем, что говорит человек, который вот, первый раз использует этот прибор. И я 5 лет пользуюсь гарминами и думал, тут я сейчас буду плеваться. Да нифига я не плюнулся, все нормально. Иван постеснялся, но если вас вдруг заинтересовала рыбалка с гидом в Удмуртии, то могучие удмурты занимаются в том числе и гайдингом. Ссылку на их сайт оставлю для вас в описании. Итак, мнение профессиональных спортсменов мы услышали. В личной переписке Иван также просил добавить, что ему очень понравилось логичное и понятное меню управления. Также ему понравилось, что на экране отображено положение датчика и то, что при переключении режимов не возникает необходимости выполнения лишних рутинных настроек, и высоко оценил скорость и шустрость приборов. Ну а с наступлением сезона я постараюсь уже лично провести для вас тесты в различных условиях на открытой воде и сравнить Мегалайф 2 с датчиками от других производителей. Подытожим. Мегалайф 2 отлично проявил себя в условиях подледного лова. При этом комплект был значительно легче из-за отсутствия дополнительного блока. Владельцам эхолотов Humminbird теперь не придется приобретать дополнительный эхолот, а потом ломать голову, куда воткнуть его, и дополнительный блок, и кучу кабелей. И теперь не нужно мудрить с экспортом, импортом точек, отрисовок и прочих данных между системами. В общем, теперь можно без каких-либо проблем оставаться в рамках одной экосистемы. Качество данного прибора для любительской рыбалки более чем достаточно. А я напоминаю, что в магазине Александр Ховрина для подписчиков нашего канала предоставляются скидки. И, кстати, если поспешите, то вот этот экземпляр, побывавший в руках чемпионов и вашего покорного слуги, то можете успеть приобрести его и с хорошим дисконтом. В общем, подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока! Я бы немного по-другому сказала. Как-то вяленько получилось. Блин, а как? Ну, давай так. Короче, если ты крутой мужик с Humminbird'ом, то вот прям бери Мегалайф 2, аппарат ништяк, отвечаю. Так? Ой, беда с тобой. Ладно, ну как умею.